Всем привет, это Антон Ташамото, АМК Сервис. И сегодня у нас новая серия про мотоподбор. Это у нас будет подбор Джиксера 750. Мы приехали в Каменск-Шахтинский и сейчас пойдем его смотреть. Пойдем смотреть, что там за джик. К7, К8, точнее, извиняюсь, 750. Ну и пошли по недостаткам. Вот здесь пластик прилегает не так четко, как должен быть, потому что вот здесь, на этой стороне, был небольшой ударчик. Перекрашивалась морда. Здесь не стоит у нас крепление на фаре, его нету просто. Здесь восстановлен немножко пластик вот этот, изнутри видно следы. Перекрашивалась эта бочина, ну и низ не трогался, насколько я вижу. Потому что цвет чуть-чуть не попали. Совсем самую малость. Так, по чиркам еще, которые у нас остались от падения. Вот на крышке след, болт, подножка. Только вот здесь чуть-чуть. И, соответственно, выхватил глушак. На слайдерочке там малые там вообще повреждения. И вот здесь на маятнике больше повреждений от того, что его крутили не очень качественным инструментом, который цеплялся за края маятника. Это от него повреждения. Колеса у него перекрашенные, были изначально синие. Это можно увидеть по борту. Вот здесь вот немножко проступает синий цвет. Колеса просто облили акриловой краской, не порошком. Вот. Поржавевшие тормозные диски на нем уже 1,5 месяца не выезжали, нам сказал хозяин. Вот такое крепление задних колодок замечательное у нас. Далее по хвосту. Вот здесь вот у нас есть зазоры и не крепится. И вот эта часть пластика, сейчас я открою хвост, покажу. И вот эта часть пластика у нас оторвана. То есть с этой стороны у нас все держится. Вот здесь получается оторвана пластик, вот здесь. Вот. Далее есть вот такая коцка, как будто его чиркнули обо что-то. Здесь у нас есть маленькая чирочка, совсем малюсенькая. Снизу поврежден слайдер. Вот здесь тоже у нас повреждение маятника. Вот здесь есть поврежденки. И цепь тоже не обслуженная. Она видно, что ее пытались смазать, но она уже ржавенькая. То есть по провисанию она уже чуть больше провисает, чем должна. Далее, вот здесь на крышке у нас тоже есть повреждения. А на самом слайдере и на дугах нет ничего. То есть дуги поставились позже. То есть его чуть-чуть коснулись им асфальта, но не критично, потому что вот здесь все четенько, вот здесь все четенько. То есть у нас было небольшое касание именно крышкой. Вот царапка у нас вот здесь есть на пластике. И, соответственно, эта боковина у нас имеет пару черкашей. Вот здесь. И то есть как бы вот, в принципе, у нас все остальное нормально. Со внутрянки у нас вот здесь не стоит пластмассочка. Вот здесь. И вот здесь вот. Вот здесь вот тоже. Вот здесь тоже нету пластмассочки внутрянки. Соответственно, они должны были крепиться вот сюда вот. Вот здесь. И вот здесь. Радиатор у нас в порядке. Ровненький, не замятый и достаточно чистенький. По тормозным дискам у нас здесь чувствуется износ. Сейчас мы его померяем. А вилочку я пошатал, кроме того, что потресканные пыльники, больше никаких вопросов к ней нету, она не течет. Сейчас дальше потрусимся, посмотрим, как оно. Резина у нас, кстати, идет 6-й 16-го, получается 44-я 14-го. Вот. Теперь дальше просмотрим уже, что у нас там в глубине. По дискам. Изначальная толщина у нас в районе 5 миллиметров, если быть точным.
5,1. А у нас вот. То есть вот здесь диск у нас 5,1. То есть начальная толщина. И так 4, ну 4,8. С этим диском чуть-чуть другие показания. 4,9 начальная и 4,60, то есть также на 0,3 меньше. Ну, диск чуть-чуть потоньше этот. Задний диск у нас. Особенно после китайца, когда на него садишься, как китайец, грубо говоря, на пятый, там, 130, Вот. 40. На заднем износ чуть меньше. Покупал я его в 2016 году, 300. А я так немножко Ну, получается, колодки задние в хорошие. плане. У них толщина порядка там 3,5 миллиметров. А вот по передку колодок практически нет. Они там порядка 2 миллиметров остаток, то есть это где-то процентов 40 у них осталось. Далее сейчас будем мерить компрессию, смотреть, что у нас под баком. И частично я зависаю на полях, где связи практически нет. Там как бы только на мегафон, а мегафон у меня телефон так чисто рабочий. Не более. Как бы так. Мне ребята приезжали, когда в мае приехали, все посмотрели, загорели, все понравилось. Задаток 10 тысяч оставляют. Говорят, ну мы сейчас вот буквально или в отпуск они собирались, или куда-то. Они, по-моему, или с Москвы ехали. Вот так, хорошая АКБ, 135 ампер. Ну, в принципе, нормально. Учитывая то, что это Siltech, в принципе, нормалек. Так, вот здесь у нас есть след сварки на траверсе. Вот здесь, там где замок, видно, что у нас было сбито. Вот эта часть. И вот эта крепежка у нас стоит неверно, неправильно. И из-за того, что она стоит неправильно, вот здесь есть порыв на косе, оплетка косы порвана, потому что ее закусило между вот этим вот упором и упором на раме. Вот это надо будет все, если купим, переделать, потому что правильно закрепить, чтобы все это было безопасно, чтобы не перебило проводку. Теперь у нас компрессометр уже подключен. Сейчас мы попросим кого-нибудь подержать сцепление. И мы покрутим. Так, заодно у нас, сейчас посмотрим, что у нас накачало. Уже почти трешечку. Хорошо, сейчас пока будем крутить, посмотрим, что там у нас будет. Ну, десятка. Теперь второй цилиндр. Но здесь подпрыгивал до 10,5, но не более. Теперь второй. Те же 10 очков ровно. Так, и первый горшочек. Ну, те же 10. Воздухан у нас вот так вот забитый. Воздухан у нас под замену. Тут у нас все заводское. И здесь, и на баке. И свечки, соответственно, владелец менял, об этом сказал. И, соответственно, оно все так и есть. Теперь заведем, послушаем. Так, что тут у нас? Да, нормально. Жмак не сцепил. Я заведу. Все хорошо. 3,2, 3,3. Замечательно. А вот это не замечательно. Ошибка по демпферу. Нет, ошибка по демпферу 5D. F1 и 5D. Ошибка... Вот. Я вижу сейчас. Стеринг демпфер. Ошибка светится.
скорее всего, из-за вот этого жгута, который приходит на демпфер, который поврежден может быть. Четвертый отстает. Первый, второй, третий и четвертый. Есть запоздание небольшое. Откуда брызнуло? Что брызнуло? Не знаю. О, а что это у нас пытается заглохнуть? Нет, с насосом все четко. Сейчас еще раз посмотрим, что у нас с выхлопом. Ну, выхлоп подровнялся. Дым чистый. Запустил самодиагностику, и вот теперь мы видим, что у нас ошибочки висят. C93, C46 и, соответственно, висит еще ошибка по демпферу. Вот когда я отключаю, вот она ошибка по демпферу еще. В итоге ошибка C46 у нас была по приводу сервомотора, он у нас не работает, а 93-я ошибка это соленоид, соответственно клапан на демпфере. Ну и ошибка SD, то есть стеринг демпфера, указывала на то, что не работает у нас демпфер. Но это мелочи. Самое главное, то, что почему мы не будем брать этот мотоцикл, потому что у нас мы приезжали за 750, а у нас здесь номер N732. Это модель двигателя, которая соответствует тому, что это 600. И поэтому, соответственно, мы не будем его приобретать. Вот такой вот печальный факт. В итоге у нас по джиксеру выявились некоторые технические вопросы. Это, то есть, низкая компрессия, это, соответственно, не совсем стабильная работа на прогреве. И поэтому мы решили чуть более повнимательно его посмотреть. По топливной системе там все было в порядке. Но я решил проверить номер двигателя и т.д. и т.п. посравнивать. Да, у него не было никаких ограничений, ничего, но я по памяти помню, что на джиксерах на 750 должен стоять мотор, который аббревиатура модели двигателя начинается на букву R английскую, а тут была буква N. Я полез в интернет и тут же вбил модель двигателя и увидел, что эта модель двигателя соответствует 600.
то, о чем я и подозревал, и что меня беспокоило. Потом я залез под сиденье, как бы посмотрел номер мозгов, вбил их на мегазипе, увидел, что мозги соответствуют 750-ке, мотор стоит от 600-ки. Из-за этих вот несоответствий и из-за того всего, что мы нашли на мотоцикле, мы решили отказаться от его покупки. Вот. По вот этим причинам всегда стоит ездить с мотоподборщиком, мотоосмотрщиком, мотомехаником, просто человеком, который более или менее соображает в данной модели, чтобы вот такие нюансы вы могли заранее увидеть. Потому что как бы то, что пошорканный пластик, то, что там есть отсутствующий болт крепления колодок, это все мелочи по сравнению с тем, что не совпадает модель двигателя, потому что ты едешь за 750-кой, а в итоге ты как бы смотришь 600-ку. Поэтому, к сожалению, мы от покупки этого мотоцикла отказались. Очень сильно расстроен клиент, который ездил со мной. Но как бы это может быть и хорошо, что человек сэкономил денег, не купив вот такой сомнительный вариант, чтобы его потом еще не завернули на оформлении. Потому что несоответствие есть, и как это вылезет при оформлении документов, я не могу знать. Поэтому, если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, делитесь видео с друзьями. Всем большое спасибо за просмотр и пока!